Всем привет! С вами я, Алла. Сегодня смотрим общий расклад. Какая женщина будет бороться за вас? Но, ребят, расклад общий, поэтому не факт, что карты покажут именно так. Может быть, они покажут что-то по-другому. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и загадайте свой вариант. Первый или второй. Итак, первый или второй вариант. Первый вариант – аркан Дурак. Так, какие отношения по первому варианту? О чем здесь речь пойдет? В первом варианте пара здесь рассталась. Причем рассталась настолько по-тупому, что, думаю, здесь и вы, и женщина до сих пор не может понять, из-за чего вы расстались. Вы могли расстаться из-за эго, из-за упрямства, из-за какой-то глупости, из-за желания там друг другу что-то доказать. Ну, то есть причина расставания абсолютно тупая. Здесь вы не расстались из-за измен, поэтому если женщина вам изменила, значит, первый вариант – это не ваш, и он вам не подойдет. В первом варианте пара рассталась из-за гордыни, из-за эгоизма, из-за нарциссизма, из-за упрямства, из-за глупости. Вот все вот эти варианты сюда подойдут. Первый вариант похож на то, что вы пытались друг другу доказать. Знаете, как в молчанке в какой-то. Я тебя пересижу, а партнер думает, нет, я тебя пересижу. Вот я тебе докажу, что я выдержу. Вот я тебе докажу, что я тут не поддамся. Ну и в итоге вы тут вдвоем расстались, потому что никто никому не поддался. Знаете, возникает вопрос, ну и кому вы тут что доказали? Женщина сейчас начинает понимать, что вы расстались из-за инфантилизма, вы расстались из-за глупости. Здесь два человека, которые упрямые, которые инфантильные, как маленькие дети. Типа, а ты молчишь, ну я буду молчать. А ты не хочешь активничать, ну и я не буду активничать. Ребят, знаете, если вы хорошо проанализируете свою жизнь, то вы заметите, что там, где вы что-то получали, вы были активны. Там, где вы что-то ждали, вы оставались у разбитого корыта. В первом варианте речь про то, что туз чаш был, то есть любовь была, чувства были. Но за счет вот этой какой-то глупости, за счет какого-то упрямства получилось так, что ну, типа как некое зеркало. Некое зеркало, когда я смотрю и как бы вот повторяю за тобой.
Позиция абсолютно ребенка. Ну, типа, знаете, как в детском садике. Ты мне кривишься, я тебе кривлюсь. Ты мне показываешь палец, я тебе показываю палец. Но тут никто не подумал над тем, что не надо здесь зеркалить, не надо здесь повторять, как обезьяна. Здесь, наоборот, нужно было поступить совершенно по-другому. Вот так, как ваш партнер поступал, нужно было от обратного поступить. И вот только тогда эти отношения имели шанс быть. В вашем случае здесь два ребенка, которые просто повторяют друг за другом, как две обезьяны. Ты себя вот так ведешь, и я себя так веду. Ты вот пропал, и я там пропала. И там ты не выходишь на связь, ну и я не буду выходить на связь. Понимаете, здесь про то, что женщина сейчас понимает, что всем вот этим руководил процесс упрямства, желание что-то доказать, желание проучить. Сейчас уже все, вот вы расстались, и вот что кому кто доказал, кого кто проучил, что вы из этого вынесли. Здесь про то, что женщина думает, вот если бы ты мне руку помощи протянул, вот я бы себя вела по-другому. А ты просто отзеркалил меня, и все. И я дальше не смогла, я не знала, как быть. Я не знала, как дальше себя вести. Я никогда с этим не сталкивалась. Где женщина, ребенок. Очень упрямый ребенок. Здесь нужна была просто мудрость мужчины, взрослого. А мужчина здесь тоже ребенок. Вот и получилось, что любовь была, но вы ее загубили вдвоем. На чаше весов вы выбрали не любовь, вы выбрали принципы, вы выбрали эгоизм и вы выбрали, типа, я тебе докажу. Знаете, женщина, она бы и не против помириться, она бы тут и хотела вернуть эти отношения. Но здесь человек просто не понимает, как это сделать. Будет ли она тут бороться активно за вас? Нет, активно бороться за вас она не будет, потому что тут человек, который не умеет строить отношения. Тут человек, который не знает, как это вкладываться в отношения эмоционально, ментально. Здесь, видимо, никто ее этому не учил, не было примера. В первом варианте женщина рассчитывала на то, что она отношения будет строить взрослым мужчиной, который ей, знаете, как проводник покажет, типа, вот путь, по которому мы с тобой идем. Вот принципы, которыми мы с тобой живем. Давай мне руку, я тебя проведу вот через вот эту тропу отношений, тропу жизни. Мужчина тут сам такой же оказался. Дайте мне руку, проведите меня, покажите мне, куда идти. Ну и все. Первый вариант здесь, знаете, когда слепой и хромой решили пойти через лес. Слепой не видит, в данном случае здесь женщина, а хромой здесь мужчина. Ну вот первый овраг оказался ваш. Поэтому кто тут может разрулить ситуацию? Хромой, условно. Слепой тут ничего не разрулит. Как бы ему тут не хотелось пройти через этот лес отношений. Так, я надеюсь, вы мою аналогию поняли, мои сравнения. Поэтому, кто понял, тот дерзайте. Так, мы идем дальше. Второй вариант. Десятка пентаклей. О ком речь пойдет во втором варианте.
Так. Здесь про то, что женщина была очень сильно зацеплена за мужчину в самом начале отношений. Здесь у женщины могла быть какая-то зависимость. Женщина могла быть очень удобная для мужчины. Женщина боялась его потерять очень сильно. Ну, и как-то тут так отношения, знаете, пошли вот не в ту степь. В том плане, что здесь мужчина мог либо обесценить эту женщину вот в начале отношений, либо вы расставались тут очень много раз. Как-то так женщина себя неправильно вот повела в самом начале отношений, из-за чего отношения пошли как-то в кось и в кривь. У женщины здесь, кстати, тоже, как и у мужчины, могли быть варианты. Здесь мужчина мог так обесценивать женщину, потому что еще какая-то могла быть барышня. Может быть, бывшая, может быть, еще какая-то, как вариант. У женщины тут тоже был какой-то хвостик из прошлого. То есть тут тоже мог быть мужчина, мог быть бывший. Второй вариант здесь про отношения, в которых вы могли расходиться, потом сходиться. Женщина здесь, если и уходила к своему бывшему, то назло вам, а не потому, что она любила своего бывшего. Здесь женщина видела вас как мужчину, который ею пренебрегает или который не боится ее потерять. Или который ведет себя так, что типа куда ты там от меня денешься. Поэтому женщина здесь могла делать такие вещи, когда либо она возвращалась к бывшему, либо она там при вас с кем-то флиртовала. Ну, то есть как бы это все было для того, чтобы вас включить. Чтобы вы проявляли чувства, заботу, внимание, говорили ей о любви и так далее. Здесь женщина чересчур была даже зациклена на вас. Здесь женщина была настолько как-то подвешена на вас, зациклена, что это могло сыграть плохую шутку в ваших отношениях, потому что мужчина здесь мог ее оттолкнуть, эту барышню. На сейчас вроде бы как эти отношения не закончились, но вы друг у друга как бы на длинном поводке. Типа как бы отношений толком нет, но и при этом нельзя сказать, что вы расстались. То есть периодически вы во втором варианте видитесь. Может быть, там какой-то дружеский секс у вас, может быть, у вас тут какие-то такие более любовные отношения периодические. То есть вроде как романтика есть, но тем не менее здесь полноценных отношений нет. Женщина здесь хотела бы за вас бороться, чтобы эти отношения из просто любовно-дружеских перевести в серьезное. Серьезно — это когда мы с тобой партнеры по жизни. Император и императрица. Здесь про то, что, может быть, мужчина ее неправильно понял. Может быть, мужчина решил, что она несерьезная, зацикленная на нем. Ну, как бы здесь мужчина мог неправильно его понять. И по этой причине сейчас женщина очень сильно хочет, знаете, как доказать вам, что я тебя люблю, я хочу быть с тобой. Но при этом она понимает, что как бы так нельзя, потому что уже вы это проходили. Уже вот когда она вам показывала свою любовь, вы от нее отдалялись. Пока она не может найти инструмент, как вам объяснить то, что она настроена серьезно по отношению к вам. Знаете, здесь может быть такое, что человек ведет себя противоположным образом от того, что он бы от вас хотел. Это когда женщина хочет за вас замуж,
хочет быть с вами, но при этом заигрывает с другими мужчинами. Зачем она это делает? Ну, она таким образом, вот знаете, как может думать, что вы несерьезно к ней относитесь, что она вам не нужна, поэтому нужно вас включить в ревность, чтобы вы начали ее больше ценить. Бред, бред, конечно, но вот у нее вот такой вот тип мышления. Знаете, сколько людей, столько разных тараканов в голове. Здесь вот про то, что для того, чтобы ты меня полюбил, надо показать тебе, что вот я могу куда-то деться от тебя. Но при этом женщина не понимает, что она может этим вас оттолкнуть. Здесь вот нет этого понимания. Здесь есть вот это вот заблуждение. Поэтому двойки. Здесь она может вас триггерить через других мужчин. На самом деле здесь желание вас вернуть и желание с вами быть вместе и в серьезных отношениях. Ну вот такой вот здесь человек. Это знаете как, хочу устроиться на работу, но при этом прихожу на работу и убегаю с работы, потому что мне кажется, что за мной будут бежать и возвращать меня на работу. А на самом деле все наоборот. Если ты уходишь с работы, ну, значит, все, тебя просто уволят. Ну, вот человек этого не понимает здесь. Вот такой вот здесь второй вариант получился, ребята. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Для заказа личных раскладов мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram.